Добрый день! Сегодня мы приготовим настоящее итальянское ризотто. Итальянское ризотто происходит из крестьянских слоев населения. Поскольку в Италии производят рис в большом количестве, то в рисовых частях страны были в поколениях выработаны рецепты, как варить рис. И поскольку страна производит тоже вино, то итальянское ризотто обязательно должно содержать винную компоненту. Кроме того, еще используется бульон. Может быть различные бульоны. Это может быть бульон из говядины, из курицы. Но, так сказать, это в основном два типа бульона. Значит, что мы возьмем для нашего сегодняшнего итальянского ризотто? Мы возьмем 600 грамм риса, крупного, рис Рома, специально для ризотто. Возьмем бульон где-то пол-литра, так сказать, в зависимости от того, сколько уйдет. Возьмем примерно 400 мл белого вина, может быть использовано и красное вино. Возьмем 120 мл подсолнечного масла. Вместо сливочного масла, вообще крестьяне во всем мире, я думаю, очень любят сливочное масло, поскольку держит коров. Но мы возьмем растительное масло, поскольку сливочное, в общем, не столько полезно для здоровья, так сказать. И возьмем одну луковицу. Значит, что мы сделаем? Мы порежем луковицу, потом поджарим ее в растительном масле, потом добавим рис, все это в сковороде, помешаем. Когда рис немножко так насытится этим маслом и луком, мы начнем добавлять сначала вино. Когда все вино будет использовано, поскольку мы его будем добавлять, это вино, порциями к рису, как только выкипит вино, порция вина, мы снова добавим другую и постоянно перемешиваем. Рис варится в кастрюле, так сказать, на сковороде в открытом состоянии, не закрывается. Вот. Можно и закрыть крышкой, это, так сказать, по вкусу. И после того, как вино кончилось, мы начинаем добавлять бульон. И добавляем бульон, пока рис не сварится. Как только рис сварится, готово. Ризотто готово. Мы можем добавить пармиджано или другой, так сказать, сыр, который у вас есть. Это, в общем-то, не так важно. Можно добавить немного петрушки, порезанной мелко. Солить и добавлять перца лучше после того, как вы поджарили рис. Но можно и, так сказать, по окончанию, так сказать, приготовления риса. Вот такой рецепт. И мы сейчас приступим к его исполнению, к нашей работе. Приятного, так сказать, продолжения. Ну вот, у нас жарится печенок. И сейчас мы добавим рис. Прежде чем лук начнет подгорать, он не должен начинать подгорать. Мы вылили все растительное масло и теперь добавим рис. Вот мы так добавили рис к кипящему луку. И сейчас мы этот рис, смешанный хорошо с луком и с маслом, поставим в печь, в электрическую печь. Мы готовим в электрической печи. Конечно, более удобнее готовить на газе или на внешней электрической печке, но мы будем готовить в духовке. Вот теперь мы его хорошо разровняем, да, и поставим
в духовку. Духовка нагрета где-то до 200 градусов, 220, очень сильно разогрета. Вот так. Пойдем вперед. Вот так прокаливается рис в духовке вместе с подсолнечным маслом и с поджаренным луком. Он не должен подгорать. Вот сейчас мы его уже будем вынимать. То есть мы не будем больше вынимать. Мы будем потихоньку сейчас порциями добавлять вино, покрывая рис вином. Вот мы только что добавили немного белого вина. И рис продолжает вариться. Теперь уже в вине. Как только я увижу, что вино испарилось, я добавлю новую порцию вина, пока вино не кончится. После того, как кончится вино, я буду добавлять бульон, куриный бульон. Вот я кончила добавлять вино, и вы видите, какая консистенция. Прошло где-то 5 минут, и консистенция вот такая риса. То есть он еще не подгорел. И в принципе уже на этом этапе можно. Но может быть мы еще подождем чуточку. Чуточку еще подождем. Прежде чем будем добавлять бульон. Пока вино совсем не испарится. И рис не станет таким достаточно сухим. После этого, без жидкости, после этого мы будем добавлять порциями бульон. Вот я сейчас специально вынула рис из печи, чтобы показать вам, в каком состоянии находится рис после того, как вы закончили прибавлять вино. Видите, вот он такой уже достаточно сухой. Ну, он, конечно, много содержит масла подсолнечного, но, видите, жидкости уже больше нет, поэтому на этом этапе уже можно добавлять бульон. Добавим куриный бульон, порцию. Добавили и размешаем, да, чтобы он не пригорал. И поставим снова в печку, в духовку. При той же температуре, где-то 220 градусов. Вот. Пусть он теперь варится дальше. Он еще не готов. Этот рис еще не готов. Ну вот рис продолжает вариться. Теперь уже с бульоном. Видите, он еще не пригорел, не должен никогда, нельзя доводить до пригорения. Он должен быть всегда такой вот, еще, так сказать, еще он не сварился, но можем уже добавить опять бульон. Добавим. Размешаем, чтобы не пригорел к дну этой сковороды. Расправим, закроем крышкой, да? Вот и все. И дальше будем варить, пока он не сварится. Ну вот, я сейчас его попробовала. Он почти готов. У него такой кисловатый вкус от белого вина. Но еще немножко нужно добавить еще чуточку бульона. Последняя доза бульона. И потом уже, так сказать, довести до окончательного, вот, последний бульон вылила. Его надо обязательно этот рис разровнять, да, чтобы он
правильно варился. И закроем крышкой. Еще несколько минут, и он готов. Ну вот, теперь наш рис вполне готов. Я уже его попробовала. Он остается достаточно такой не твердый, но, в общем, не разваренный в центре. Это типичная черта итальянского ризотто, да? Если японский рис, он, в общем-то, проваривается равномерно по всему рису, итальянский рис не такой. Он остается в центре немножко такой под напором, что, как можно выразиться. Мы добавили сейчас 100 грамм свеже нашинкованного сыра грана падано или пармиджано. И размешаем с рисом. С очень таким кипящим рисом сыр хорошо растворится в этом рисе, да? Расплавится и хорошо будет амальгамироваться. И в таком состоянии его можно будет даже хранить. Я вам не рекомендую на этом этапе добавлять, например, петрушку или что-то зеленое, что может портиться, поскольку рис он может храниться и неделю спокойно, поскольку он такой полный растительного масла. А растительное масло в этом случае работает в качестве консерванта. Вот. И поэтому даже 2 недели можно держать. Но это вы должны проконтролировать сами. Вот этот рис теперь готов. Вот он, такой итальянский рис. Итальянское ризотто. Вот такая разница с японским рисом. То есть японский рис, он, так сказать, нейтральный на вкус, поскольку это только вареный рис. А итальянское ризотто это уже фаршированный рис. То есть там есть и вино, которое придает такой приятный кисловатый вкус, и масло, и лук, и лучок не подгоревший. Ни в каком случае нельзя, чтобы он подгорел. Вот. И рис такой крупный, поэтому, в общем, его очень приятно есть. Он такой с фантазией, да? Он необычный. В России, конечно, так не делают рис. А итальянцы его делают постоянно. Иногда они даже его больше добавляют жидкости, и тогда он получается даже как бы с бульоном, да? С таким небольшим количеством жидкости. Но это зависит от региона. В разных регионах Италии рис готовят по-разному. Это вот типичный такой итальянский рецепт, который я вам сегодня показала.